Здравия вам и роду вашему. Хорошего вам приятного дня и ласкового солнца. С вами снова я, Славолюб Алан Богач, духовный телесный целитель, ведический психолог. Извечный спор, что определяет человека, генетика или окружение. Какая разница? Я люблю растения с детства. У меня много разных. Есть, например, алоэ, а есть драцена. Если я буду за драценой ухаживать так, как за алоэ, то она засохнет. А если буду за алоэ ухаживать, как за драценой, то она сгниет. То есть надо знать свои врожденные особенности, предрасположенности, качества и одновременно понимать то, как на вас влияет ваше окружение. Генетические врожденные особенности многим дают возможности достичь многого. Однако, когда человек постоянно слышит, например, у тебя ничего не получится, из этого ничего не выйдет, то шанс достичь успеха снижается каждый день. Кто-то из известных людей сказал: посмотрите на 7 человек, которые окружают вас каждый день, и вы увидите, кем вы станете завтра. Это основано на элементарных знаниях основ функционирования нашего мозга. У нашего мозга есть много возможностей. Однако, к сожалению, на сегодняшний день они по каким-то причинам ограничены. Всего 3-5% используется. Говорят, что самые гениальные люди используют свой мозг где-то на 10% максимум. Мы не знаем, почему так, однако эти ограничения влияют на многое, в том числе на количество возможных контактов с нашим окружением. Да, у нас ограниченное количество внимания. Ограниченное количество внимания, которое распределяется на наше окружение. Чем ближе к нам человек, чем чаще мы его видим, тем больше он забирает нашего внимания. Поэтому в самом ближнем круге нашего окружения всего 7 человек, с которыми мы можем общаться, на которых хватит нашего внимания. Ну а у кого-то это вообще 5 человек. Это связано с количеством активных нейронов в нашем мозге. И неважно, любите вы этого человека или ненавидите, соглашаетесь с ним или нет, живете одними жизненными ценностями или этот человек разрушает вас и вашу жизнь. В любом случае, если он в вашем ближнем круге, он занимает место. Кто не занял место в вашем ближнем круге, вполне может попасть во второй круг вашего окружения. В этом круге уже 15 человек. Ведь они забирают намного меньше вашего внимания и намного меньше влияют на вашу судьбу. Ну, дальше есть третий круг, в котором уже около 50 человек, с которыми вы еще реже и меньше общаетесь. А дальше четвертый круг, в котором около 150 человек, с которыми вы вообще можете контактировать, как говорится, раз на указ. Конечно, есть люди с более мощным мозгом, и тогда эти цифры немного больше. Однако суть от этого не меняется. Нам бы сперва с самыми маленькими цифрами разобраться. Даже если вы посмотрите на социальные сети, в которых можно иметь, если не бесконечное количество так называемых друзей, то 5000 и больше это точно. И если у человека там даже несколько тысяч так называемых друзей, то более-менее регулярно он контактирует все равно с совсем небольшим количеством людей. И новости просматривает тоже в ленте от совсем небольшого количества людей, страниц и групп. А мозг наш каждый день съедает какую-то информацию. На основе этой информации мозг создает определенные ментальные шаблоны, алгоритмы принятия решений. Соответственно, если вокруг вас люди постоянно читают книги, то и у вас в руках книга будет частным гостем. Если окружающие выращивают что-то на балконе своем, то и у вас рано или поздно возникнет желание попробовать себя в этом.
Если окружающие вас люди часто путешествуют и летают в другие страны, то и для вас полет на самолете будет расцениваться как что-то естественное и привычное. И вот здесь главный вопрос. Кто вас окружает? Кто эти 7 человек, которых вы постоянно видите и слышите? Как они к вам относятся? Они вас уважают, вдохновляют, поддерживают? Ваши жизненные ценности и цели совпадают? Или им достаточно даже мертвой синицы на земле, а вам хочется за журавлем в небо? Возьмите лист бумаги и перечислите вот эту близкую семерку. А напротив каждого человека пропишите, чем наполняет этот человек вашу жизнь. Действия, события, ваш мозг, слова, мысли, идеи, ваше сердце, впечатления, чувства, эмоции. Пропишите и после этого подведите итоги. Кто помогает вам своими мыслями, словами, действиями двигаться к вашим целям, а кто тормозит вас на вашем жизненном пути. Это не значит, что кто-то хороший, а кто-то плохой. Это всего лишь влияние на вашу жизнь. Соответствие, либо несоответствие. Соответственно, в первом круге должны быть люди, которые вас вдохновляют, делятся знаниями, опытом, являются для вас примером, маяком, камертоном. Это духовные учителя, наставники, те, кто выше вас. Это и те, кто одного с вами уровня, одних жизненных ценностей и целей, с которыми вы вместе идете к общим своим задачам и целям. Что делать, если вы понимаете, что в вашем первом круге совсем не те люди, хоть даже и родные, и близкие? Вводить туда новых. Чем чаще и больше вы общаетесь с человеком, тем он ближе в кругах вашего общения. Если же не получается вживую с такими людьми видеться регулярно, то используйте телефон, скайп, соцсети. Читайте их, смотрите их, слушайте их как можно чаще. Так что будьте избирательны с тем, что вы смотрите, читаете и слушаете каждый день. 90% этого всего должно занимать то, к чему вы стремитесь, как вы себя хотите чувствовать, кем вы хотите становиться. Если вам отзывается то, что я пишу, рассказываю, показываю, если у вас те же жизненные ценности и цели, что и у меня, то старайтесь каждый день ко мне заглядывать и делитесь с окружающими моими материалами. Для чего? Для того, чтобы вам было проще найти таких же, как вы, людей, с которыми резонирует ваша душа. Людей, которые хотят увеличить количество радости и любви в нашем мире. Любви вам, радости и воплощения всех ваших светлых планов. Ежели вы хотите больше знать о нашей славянской традиции и науке целительства, любви и наслаждения и любомудрия, то для вас моя книга «Введение в любомудрие. Теория и практика любви». Переходите по ссылке и скачивайте. Если же вы уже работаете с этой моей книгой, то пишите, задавайте вопросы. И в новой моей книге «Любомудрие», над которой сейчас работаю, будут новые ответы. А также в нашем новом инстаграме. Кстати, вы уже подписаны на наш новый инстаграм? Если да, то это прекрасно. И помните, все, что происходит правильно, все приносит наслаждение. Если что-то не приносит наслаждения, то значит надо узнать, что происходит не так, и это изменить. Ведь все в вашей жизни должно быть в наслаждении. Переходите по ссылке, скачивайте и увеличивайте количество наслаждений в вашей жизни.